Ребята, всем привет! Добро пожаловать в мой парк развлечений Плотнервуд. И мы сегодня с вами в аттракционе Плотнервуд Inside, где мы занимаемся распаковками всякой всячины. Сегодня у нас в гостях великий и могучий Спектрум! Поехали! Решил ее вместе с вами распаковать, потому что мне срочно ее нужно проверить, работает ли она. Вот, и мне интересна комплектация и мои первые впечатления сразу же запечатлить. Добрый старый Спектрум. Причем сделали 48 игр, якобы намекая на Спектрум 48К. Но я вам скажу больше, эта малютка проигрывает не только 48К, но еще и 128К, которая была в свое время мечтой нашей, просто такой же спектральной мечтой, яркой, которая не могла осуществиться, потому что они были дорогие, и вообще я его ни разу даже в глаза не видел. Там, где мы жили, были только такие, и даже такие были редкость. Вот. Спектрум 48К и 128К – это приставка практически такая же старая, как и я, которая научила нас программированию на языке Basic, которая подарила нам любовь к видеоиграм, которая подарила нам любовь вообще к передовым технологиям. И я вам так скажу, когда я увидел эту коробочку, я, конечно же, не смог пройти мимо. Она вышла осенью 2024 года, и тогда ее быстро как-то разобрали, я даже расстроился. И тут буквально в Амазоне он снова появился. Ну, я думаю, так, все, пришло, наверное, время мне все-таки его взять. Последний раз, когда я видел эту консоль вообще, мне было, наверное, лет 15, может даже и того меньше. И тогда он мне казался очень-очень большим, реально здоровым. Плюс к тому шел такой, у нас был магнитофон, игры записывались на кассеты, из кассет надо было эти игры загружать через магнитофон вот в это устройство. Вот это был такой долгий процесс, похожий, наверное, на медитацию, потому что все это время сидишь, медитируешь, и как только игра загрузилась, происходит магия. Посмотрим, как передали разработчики вот этой мини-консоли, то есть это как бы такой, как я понимаю, эмулятор Спектрума, который может не только поигрывать встроенные игры, то есть 48 игр инклюзив, вот они здесь изображены уже на обратной стороне. Я вижу, господи, Хоббит, это первый текстовой квест, который я поиграл. Саботер, это первый экшен, который я поиграл. Много чего не знаю. Маник Минер, это платформер, с такой чудесной музыкой. Таргет Ренегада, это, битэмап. И вообще много игр, которые мы играли на Спектруме, конечно же, они были, все эти жанры мы испробовали их впервые. Со Спектрумом у меня ассоциируется прежде всего это, конечно же, Дизи. Я обожал Дизи, он у меня есть на приставке Evercade, есть некоторые версии, но именно версии, которые выходили на Спектруме, вот я хочу
именно их поиграть больше всего, потому что это я не знаю, сколько я часов там провел, разгадывая загадки. Даже покупал похождения, тогда они выходили на книжках. Вот, и я кучу времени, много ночей проводил, в принципе, с моим любимым спектрумом и моим любимым DayZ. Так, распаковываем. Значит, здесь у нас ничего больше нет. В составе написано, что есть кабель HDMI, есть USB-C. Эти два кабеля должны быть. Сейчас мы это дело проверим с вами. Ну, я думаю, не каждый будет покупать такую консольку, а тут у вас есть возможность вместе со мной это посмотреть. Поэтому я и подумал, а сниму-ка я все это дело, а может кому-нибудь будет тоже интересно. Так вот, в конце этого видео попробуем проверить его, подключить к монитору через HDMI кабель и посмотреть, а фурычит ли вообще эта консоль. Потому что если она не фурычит, тогда у меня есть возможность до вторника ее отправить назад бесплатно. Вот. Сверху изображена клавиатура. Как бы такая вот. Retro Spectrum. Не могу представить просто, почему он такой маленький. Вот он. Обалдеть. Обалдеть. Смотрите, он защищен таким интересным пластиком. То есть сама консоль защищена очень хорошо. Так, я попробую это достать вот так. И вот она наша малютка. Я другого слова даже подобрать не могу. Вот она наша малютка. Этими двумя пальчиками можно ее приподнять. Так вот. Защиту убрать. Ой, какой он у меня красавчик. Какой же он красавчик. Но малюсенький. Для взрослых дядек это уже, это уже как один джойстик. Можно вот так вот джойстик сделать из него. Он очень маленький. Скорее всего, придется пользоваться джойстиками. Джойстиками можно подключить как раз к USB выходам. То есть тут их 4 штуки. Это я все буду тестировать и смотреть. Как джойстики работают, то можно играть на двоих. Далее идет TV-аншлюз, то есть это TV, это HDMI получается, выход HDMI на телевизор. Потом питание обычное, как у смартфона. Кнопка Power, то есть включать-выключать, я так понимаю, и кнопка Home. Home это сброс должен быть, то есть выход на экран. Я помню, в оригинале, по-моему, тоже он был. А Power, как будет действовать, не знаю. Посмотрим, потестируем. Может быть, он будет выключаться, или это режим Standby. Вот, сам корпус, он вроде как сделан. Сам корпус, он сделан из пластика. Вот, а это металлическая. Это вроде как металлическая накладка тут как бы такая, да, вот вместе со всеми надписями. Вот, 2024 год, как я и говорил. Вот она, наша консолька. Да. Самой пищалки тут вроде как нету. Это просто как нахбильдинг, то есть это как бы они сделали просто отверстие, но на самом деле это было в оригинале. Здесь весь звук передается через HDMI кабель. Вот. Так, посмотрим, что еще идет в комплекте. В принципе, можно тестировать. У нас есть такой вот мануал, который, в принципе, повторяет мануал оригинала, но только, естественно, откорректированный уже. Вот, есть даже, в принципе, на немецком языке.
Отлично. Мануальчик. И где-то должны быть еще кабелечки. А потом есть такая вот коробочка, и там, я так понимаю, находятся кабелечки. Посмотрим. Да. 2 кабеля. HDMI кабель, который мы сейчас используем. И кабель USB-C на нормальный USB. USB-A, по-моему, называется. Вот. Что позволит нам, в принципе, без проблем его подключить к на моем столе. В розетке есть такой выход. И мы это дело все сможем подключить и проверить. В этом весь и смысл сегодняшней распаковки. Ну что ж, готовы? Поехали. Будем пробовать. Так, ну что, момент истины, ребятушки. Как-то захвата у меня нет, поэтому как бы я установил камеру так, как будто вы сидите возле моего стола вместе со мной и наблюдаете процесс. Так, где управлять? Вот точно этими я управляю. Они, оказывается, вверху. Вот я управляю вниз, вверх. Интересно. А я думал, что это В и А тоже действует вниз. Тут получается QA. А где же еще в бок? Где-то должно быть в бок. Вот в бок. Ага, ОП. ОП, короче, это по бокам. Это когда играть, наверное, в игру. Тогда удобнее, конечно, таким образом. И так мы, наверное, 2 руками играли. Вот он! Блин, ребята. Обалдеть! Вы прикиньте! Вы прикиньте! Что у меня есть? Обалдеть! Ну вот и все. Сюда можно закачать, получается, на USB-стик можно закачать всю библиотеку Спектрума. Представьте, вот эту Spellbound, по-моему, я ее помню. Вот это я буду по вечерам после работы здесь зависать. Это будет мой ретро-уголок. Shovel Adventure. Вот Саботер. Робин Гуд я помню. Стопудово. Квазатрон тоже мы играли. Эту не помню. Вот эту точно мы играли, Фантис, блин. Пенетратор. Пенетратор это было на кассетах, где были игры для взрослых. Шучу, конечно. Муви, смотрите, какой-то. Матч-Дэй, это футбол. И Маник Минер. Ну, давайте запустим, наверное, сначала Маник Минер. У меня немного осталось там памяти и энергии на камере. Но я вам успею показать сегодня Маник Минер. И, может быть, еще кассета такая нарисована. Офигеть. Вот 48К. Маник Минер посмотрим и Хоббита. А остальное будем смотреть на платинкутских зарубах. Когда я куплю карту захвата. Так, вперед. Как же поиграть-то теперь? М. М почему-то здесь все время типа стартом, короче. Кнопка такая, типа Enter. Нифига себе тут такой звук, блин. Так, это что, пауза была? Так, и как теперь? Ага, туда-сюда. А где прыгать? Оба! Не, ну это вообще... Ух ты, ничего себе!
Ну это вообще... Вот это вот Андрюха, блин, опустился на уровень 48К. Это вообще уже ниже некуда, по-моему. По-моему, да. Не, еще можно чуть-чуть пониже, но на уровень типа игры у нас были типа Commodore, но Commodore-то он был уже 64, который был у нас у препода. Там был клад, допустим. Вот, а Spectrum 48, он получается ниже, да, ниже плинтуса. То есть, сейчас мы опустились уже ниже плинтуса. Не, ну вот это что такое? Это дьявольская мелодия, блин. И вот так вот экран загружался. Пока кассета крутится, вот так экран мигал, получается. Да, спасибо за такую прекрасную мелодию. О, вот эту загружаешь, помню, в 12 ночи. И все, и на всю ночь. Тут ни звуков, ничего не надо. Тут сама история. И то, как это все это работает. Мы находимся в таком уютном туннеле, comfortable tunnel, где стоит, значит, какой-то сундук и есть дверь. Так вот, я напишу, если сейчас open a wooden chest, the wooden chest, Gandalf is carrying a curious map, and says, Thorin says, hurry up. Короче, Гандальф дал мне какую-то карту, look map, может быть. То есть нам надо искать look map. Look map, он опять озвучивает то, что сейчас у нас находится, да? То есть где мы сейчас находимся. Окей, или это просто look. Вот, look. Сначала нужно разобраться, как работает игра. Да, это команда look. Open door. Я напишу. The door is open. Go. И он выходит наружу. Видите, как работает игра? То есть нужно искать какие-то команды, которые он поймет, и тогда произойдет какое-то действие. Вы в какой-то пустынной земле. В общем, вы находитесь где-то в какой-то пустынной земле. Но если я напишу сейчас еще раз go to the west, here is run round green door. Visible exit R. East, north, northeast. То есть на east можно пойти, на north можно пойти на север, либо на северо-восток. You see Gandalf. Gandalf takes a curious map. Okay, Thorin enters. Но если я напишу, допустим, east, он поворачивается на восток. Тут у нас... И если я напишу look, на это он говорит, что он видит, да? И, соответственно, вот это все читая, то есть с нами Торин, с нами Гандальф, и мы вышли, в принципе, из своей уютной пещерки и идем навстречу приключениям. На полную катушку малютка-консоль раскрывается при использовании USB-стика. Прежде всего, советую сделать апдейт, чтобы убрать ненужные баги. Он скачивается с сайта производителя, помещается на USB-стик, и консолька самообновляется. На этот же стик можно будет сохранять образы с играми и наслаждаться богатой библиотекой могучего спектрума, ведь игр было выпущено великое множество. Я лично использую формат файлов TZX, так как именно он очень точно воспроизводит ту самую загрузку с кассет, что, несомненно, добавляет атмосферы. Кроме того, эту загрузку нельзя скипнуть или промотать, что учит более бережному отношению к выбору игры. Ведь если я решу загрузить что-нибудь другое, то придется снова ждать 5, а то и 10 минут.
Я до сих пор помню, как мы радовались, когда загрузка наконец заканчивалась, и на наших глазах расцветали новые виртуальные миры. А еще я помню, что я много раз пытался загрузить Робокопа для Spectrum 128К. Хотя у меня был тогда 48К. Пытался впихнуть невпихуемое в надежде, что он заработает. И вот, спустя каких-то 30 лет, я наконец-то исполнил свою детскую мечту. Пусть сейчас это творение выглядит совсем не так, как я его себе напредставлял, я все равно безумно рад, укутавшись как в детстве одеялом, вернуться в дом родной, где Робокоп казался мне огромным исполином, а Терминатор был вторым отцом и добрым господином. Любимый Спектрум слух ласкал, он грел меня и развлекал своим богатым виртуальным миром. Ребятушки, тест был бы не полным, если бы я не показал вам одну вещь. Смотрите. Не замечаете, что изменилось? Не замечаете? Я подключил джойстик. Джойстик не оригинальный от Xbox. Сейчас я коробочку покажу вам. Джойстик фирмы Vaie работает. Это Макс мне задарил. Это не реклама, не знаю, откуда Макс его вообще приволок. Но он работает. Он вот проводной. Я его включил, получается, в USB сюда. Вот. И мы можем в меню уже сразу же управлять. И что самое прикольное, смотрите, как сделана запись, да? То есть, если мы записываемся... вот это, смотрите, это игры 128 бит. Тут, по-моему, 128 же показывает, правильно? Вот это 48. А это типа 128, правильно? Вот, я выбираю Кемстон и нажимаю на старт. Упса! И вот я управляю, получается, с джойстика. И тут сразу становится понятно, что всего лишь нажав на А, я выпускаю гранаты. Вот, и ничего искать не надо. Намного все проще стало. Ох, я помню, со Славкой мы зависали в эту игру. Ой-ой-ой. Вот, теперь я считаю это полный обзор, и чтобы он был еще полнее, я узнал, не догадался, для чего же вот эта штучка. Эта штучка от пыли, она защищает от пыли. Ребята, сама приставочка может оставаться на столе у вас, накрываете ее вот этой вот бедой, и все. Ну что ж, всем пока, и до новых встреч на канале.